Всех приветствую, обзор-анализ, прогноз криптовалют. Посмотрим, как всегда, что изменилось на крипторынке. И начнем вот с такой метрики, с новой метрики, которую я публиковал уже в своем телеграм-канале. Это карта ликвидаций. По ней можно приблизительно понять, в какую сторону легче и быстрее можно дойти биткоину. А главное, где больше ликвидности для ликвидаций. Естественно, ликвидности у нас больше, если мы пойдем вниз и соберем все стопы лонговых позиций. Однако для сбора шортовых позиций у нас цена ближе. То есть для того, чтобы собрать позиции лонговиков, нам нужно сделать перелой. Гораздо проще сходить наверх и собрать ликвидность, которая находится совсем рядом. К тому же, пока цена будет идти до самых пиковых значений ликвидности, здесь также неплохие объемы можно подобрать. Опускаясь вниз, объемов не особо много. Поэтому я интерпретирую данную карту ликвидации как подтверждение того, что наверх мы сходим с большей вероятностью. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Очередной индикатор, находящийся в зоне перепроданности, так называемой зоне капитуляции, вот здесь, это реализованный коэффициент долгосрочных держателей, выходит из зоны капитуляции и направляется наверх. Приблизим зону, которая нам интересна, и видим, что вот оно, пробитие, и состоялся выход. На ценовом росте биткоина один за другим перепроданные метрики показывают разворот. Здесь у нас пробой линии нуля состоялся уже давно, это у нас аппетит к риску. Данный индикатор показывает не именно какую-то информацию о криптовалютах. Здесь в общем рисковые активы и интерес инвесторов к ним. Если мы видим, что показатель находится выше нуля, а он сейчас у нас находится выше нуля, значит у инвесторов большой интерес к рисковым активам. К ним же и относится и биткоин. Совсем недавно мы были примерно вот здесь. Также в видео я публиковал этот график и показываю обновление. Мы не только не упали, по-прежнему находимся в положительной зоне и даже показываем рост. Экономические новости сегодня богаты на события. Четверг, 19 января в 16:30 состоится большое количество публикаций важных данных. Прогнозные значения намекают на то, что индекс доллара будет слабеть, и если эти значения сбудутся, а лучше будут еще хуже, я имею в виду, например, число первичных заявок на получение пособия по безработице, если этих заявок будет еще больше, чем 214 тысяч, то это даже подбодрит индекс доллара к падению, а значит и поможет биткоину расти в отношении именно к этому же доллару. Ну и другие показатели также можно интерпретировать аналогично. Новость, за которой следят уже второй день. Вчера анонсировалось это как что-то шокирующее. Сегодня же это воспринимается с позиции мемов. Власти США арестовали основателя криптоплатформы BitZlata. Министерство юстиции США объявило об аресте основателя криптообменной платформы BitZlata Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании 700 миллионов долларов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Гидра. Анатолий Легкодымов является гражданином России, но проживал в Китае, а на момент задержания находился в США, в Майами. Там его ФБР и повязало. Судя по всему, за ним гонялись достаточно давно. Минюст расследовал дело совместно с правоохранителями Франции. Содействие оказывали также бельгийские и нидерландские коллеги, а также Интерпол. Его бизнес BitZlata занимался переводом денег, который передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег. На его платформе вообще не требовалось KYC и мог регистрироваться кто угодно. При этом никак не проверялась приходящая и уходящая крипта. В общем, идеальная площадка для отмыва денег. И по словам
Минюста США, основатель этой платформы все прекрасно понимал. Заявляется, что даже коллеги его предупреждали, что клиентская база состоит из наркоманов, покупающих вещества на Гидре. И если заходить на сайт BitZlata из России, то там без VPN вы ничего не увидите. Данный сайт заблокирован Роскомнадзором. Но теперь с VPN на сайте стоит заглушка, статичная страница, которая информирует о правоприменительных действиях против BitZlata. В своем телеграм-канале я создал опрос вчера вечером, в котором хотел поинтересоваться, пользуетесь ли вы, в курсе ли вообще об этой площадке. И исходя из ответов, почти 90% проголосовали за вариант о том, что они впервые слышат о BitZlata. А пользовались ей хотя бы несколько раз около 3%. Поэтому для обычных пользователей блокировка BitZlata не будет каким-то особо негативным событием. Да, кроме всяких маргиналов, им пользовались еще и P2P-шники, перегоняли деньги через эту криптоплатформу, но для обычных трейдеров ничего критичного не произошло. На эту тему даже появилось в интернете большое количество мемов. Покажу парочку из них. Здесь демонстрируется, что защита идет не от краха FTX и других компаний, а защищают пользователей от BitZlata, которым в принципе и так особо никто не пользовался. Вот еще одна. Здесь показывается, что BitZlata является самым главным злодеем, что Сэм из FTX остается незамеченным, биржа FTX никому не интересно. Полиция пришла за BitZlata. Ну, по сути, так и произошло. То есть они большое количество времени гонялись за мелкой сошкой, но упустили из вида гигантскую просто платформу, которая везде рекламировалась, которая спонсировала чиновников США, предвыборные кампании спонсировала и потом скоманулась. Видимо, на этой новости решили немного обвалить рынок, но особо не удалось, получилась небольшая коррекция. И теперь дополнительными новостями догоняют цену. Binance, Hydra и Финика названы ведущими контрагентами по делу BitZlata. Финика, понятно, российская пирамида, которая развалилась пару лет назад. Hydra тоже все знают, но в этот список включили и Binance, самую крупную биржу в мире, криптобиржу, и теперь выстраивается такой ассоциативный ряд. Darknet Marketplace с наркотой, с оружием, финансовая пирамида и Binance. Все в одной корзинке. По данным ведомства, именно эти три компании с мая 2018 по сентябрь 2022 года получили наибольшее количество биткоинов с биржи BitZlata. За этот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов вошли Hydra, P2P-платформа Local Bitcoins и Финика. Представители биржи Binance сразу же заявили, что биржа готова оказать правоохранительным органам существенную помощь в расследовании. Что они могли еще другого сказать? Конечно же, только что-то в таком ключе. Теперь платформе BitZlata запрещается передавать средства каким-либо финансовым учреждениям, поскольку она играла ключевую роль в обработке незаконных транзакций операторов программ-вымогателей в России. Давайте теперь посмотрим, как все это дело повлияло на график биткоина. В предыдущем видео я нарисовал свой прогноз. Ожидалось, что мы находимся в завершающей стадии вот этого импульса большого, после чего мы скорректируемся и сделаем еще один перехай. В целом, прогноз остается тем же, потому что здесь мы не увидели никаких дивергенций. Зато если перейти на часовик, данная коррекция прям напрашивалась, как будто эту новость подогнали именно под график. Мы увидели здесь такую клиновидную формацию, которая очень часто появляется в завершающих стадиях роста, после чего пробили ее вниз и сейчас находимся в коррекции. Что касается локального движения, здесь у нас прошел импульс, сейчас идет такая мини-коррекция к этому уже импульсу, и с большей вероятностью мы сходим еще ниже, дорисовывая нисходящее движение и формируя здесь дивер уже на часовике. Но я по-прежнему все-таки еще считаю, что нам предстоит еще один перехай перед тем, как мы пойдем вот в эту вот отмеченную зону коррекции для большего такого снижения. Может быть, еще какого негатива подольют. Ну а если смотреть более глобально на дневках, то здесь по-прежнему все прекрасно. На повышенных объемах, на растущем индикаторе. Показали, кстати, перехай. Да, высоко не ушли, больших стопов здесь не собрали, но для многих трейдеров мы в очередной раз показали, что тренд у нас сменился. Когда у нас по классике меняется тренд? Это когда у нас понижающиеся хаи и лои меняются на повышающиеся хаи и лои. Лои здесь начали повышаться, хаи локально тоже уже повышались, но теперь мы обновили уже и вот этот хай. Да, не намного, но факт остается фактом. Пару баксов мы перебили. И это является еще одним индикатором того, что мы направились наверх и после коррекции продолжим восходящее движение. Если смотреть на эфириум, что у нас здесь происходит, давайте глянем. В принципе, то же самое, такая же клиновидная формация в завершающей стадии третьей волны. Снижение
Вот оно происходит. И думаю, что будет еще один заброс перед тем, как сходить на более серьезную коррекцию. Здесь аналогичная ситуация. График пока очень похож на движение битка. Что еще посмотреть? Ну, давайте посмотрим вот эти две монеты ТВТ и Чили, график которых мы просматривали в прошлом видео и ставили стопы в безубыток. Эти стопы у нас снесли. Была большая вероятность, что мы пойдем еще ниже, и она остается. Не зря сюда поставили стопы. Получается, что тот, кто заходил по предыдущим прогнозам, либо вышел без убыток, либо получил небольшой плюс. Заходил бы ли я сейчас после снижения? Естественно, нет. Нужно дождаться подтверждения разворота. Сейчас его нет, мы находимся локально в нисходящем движении. По Чилизу аналогичная ситуация. Стоп был в безубытке после того, как была возможность входа по предыдущим прогнозам. И также мы его вынесли. Здесь также локально в нисходящем движении. Можно рассмотреть возможность входа в лонг после завершения, возможно, вот этой второй волны. И здесь также без убыток или небольшой плюс. На этом сегодня все. Подписывайтесь на телегу, на канал, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли, счастливо!